Привет, друзья! С вами канал Фактограф и видео о 12 уголках нашей планеты с самым экстремальным климатом. Мы рассмотрим 6 самых влажных и 6 самых засушливых мест в мире. От дождливых тропических лесов до жарких пустынь. Как вы знаете, у природы нет плохой погоды. Но к некоторым регионам эта поговорка не относится. Там погода почти никогда не меняется. Мы покажем вам место, где большую часть года идут ливни, и место, где ни разу не упала даже капля дождя. Поселок, где выпало рекордное количество осадков, и регион, где последний раз шел дождь более 400 лет назад. Несмотря на неблагоприятные условия, почти в каждом из этих мест живут люди. Сюда съезжаются туристы, чтобы полюбоваться уникальными пейзажами и древними достопримечательностями. Мы уверены, вас эти места тоже не оставят равнодушными. Так что наливайте себе чаек и поехали. Остров Кауаи, Гавайи, и Вади-Хальфа, Судан. Древнейший гавайский остров Кауаи является одним из самых дождливых мест в мире. Он возник 6 миллионов лет назад в результате вулканического извержения посреди Тихого океана. Изюминкой Кауаи являются горы, потухший вулкан Ваиале-Але и его вершина Кавайкини. Склоны этих возвышенностей – это место, где дожди могут идти месяцами. Грунт вокруг них настолько мокрый и скользкий, что передвигаться пешком практически невозможно. Средняя норма осадков составляет здесь около 10 тысяч миллиметров в год. Самый продолжительный дождь, который шел на Кауаи, целых 247 дней с августа 1993 по апрель 1994 года, был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Из-за обильных осадков здесь очень много растительности, поэтому Кауаи еще называют остров-сад. Одно из мест в списке самых засушливых уголков Земли досталось суданскому городу Вади-Хальфа. Он находится в пустыне Сахара в 10 километрах от границы с Египтом. Это важный пассажирский и товарный транспортный узел Судана. Здесь проживает около 15 тысяч людей, которые приспособились к экстремальным условиям. В Вади-Хальфа средняя температура воздуха в летний период составляет 40 градусов Цельсия, а максимальная жара была зафиксирована в 1967 году – 52,8 градуса Цельсия. Здесь очень сухой горячий воздух и почти совсем нет растительности. За год в городе выпадает в среднем 2,45 мм дождей. Спасаться людям от жары помогает озеро Насер, что располагается в 2 километрах от Вади-Хальфа. Дебунша, Камерун, и Ика, Перу. Рассказывая про самые влажные места, мы не можем не упомянуть деревню Дебунша в Камеруне. Она находится на высоте 9 метров над уровнем моря у подножья вулкана Камерун. Несмотря на то, что деревня расположена в Центральной Африке, здесь чрезвычайно влажный климат. Большую часть года в Дебунша идут дожди, и за 365 дней тут выпадает около 10 299 миллиметров осадков. 200 дождливых дней в году – норма для этого региона. Всему виной высокие горы, что задерживают облака. Из-за близости к экватору пик сезона дождей приходится на период с мая по октябрь. Так в деревне преобладает жаркая и одновременно сырая атмосфера. В 1919 году в Дебунша был зафиксирован абсолютный максимум среднегодовых осадков – 14 680 миллиметров. Ика – один из самых засушливых городов на планете. Расположен у побережья Тихого океана, в 300 километрах от столицы Перу. Пустыня Атакама, на границе которой находится город, способствует солнечной и сухой погоде круглый год. Здесь преобладает субтропический климат со среднегодовой температурой 22 градуса Цельсия. За 365 дней в этом пустынном регионе выпадает около 2,45 мм осадков. Но территория Ики не всегда была засушливой землей. Когда-то поселения окружали десятки водоемов. Со временем они пересохли, и в нескольких километрах от города остался лишь оазис Уакачина. Вокруг озера растут пальмы и возвышаются песчаные дюны. Также о том, что раньше здесь было намного больше воды, свидетельствуют останки пингвина, найденные археологами в 2007 году. Сан-Антонио-де-Урека, Экваториальная Гвинея, и Луксор,
Египет. На африканском континенте есть еще одно чересчур влажное место – деревня Сан-Антонио-де-Урека. Она находится на юго-западе Биока, самого крупного острова экваториальной Гвинеи. Деревня окружена множеством прекрасных водопадов и разнообразной тропической растительностью. Погода здесь очень влажная, жаркая, а небо почти всегда затянуто тучами. Большую часть года в Сан-Антонио-де-Урека идут проливные дожди, вызванные муссонными ветрами. Этот район получает около 10 450 мм осадков в год. Если вы как-нибудь решите посетить этот уголок экваториальной Гвинеи, то выбирайте время с ноября по март. Этот период считается относительно сухим, и вы сможете максимально полезно провести время. Древнеегипетский город Луксор, расположенный на восточном берегу Нила, является одной из самых жарких точек нашей планеты. Здесь преобладает тропический сухой пустынный климат. В летнее время температура воздуха достигает плюс 40 градусов Цельсия, а иногда и до плюс 50 на солнце. В прохладный зимний сезон дневная температура стоит в диапазоне от плюс 23 до 28 градусов Цельсия. В этот период с запада Сахары дует знойный ветер под названием Хамсин. Сильные порывы со скоростью 150 км в час приносят песчаные бури, которые могут не утихать до 2 дней. На улице становится невыносимо жарко, а капли и без того редкого дождя просто испаряются в горячем воздухе. За год в Луксоре выпадает всего лишь примерно 86 сотых осадков. Экстремальный климат не мешает сотням тысяч туристов посещать город. Люди приезжают посмотреть на уникальные, уцелевшие до сегодня античные сооружения, построенные древними египтянами. Река Кроп, Новая Зеландия, и Асуан, Египет. Следующее самое дождливое место, о котором мы вам расскажем, находится в высокогорном районе южного острова Новой Зеландии. Здесь протекает 9-километровая река Кроп, на берегу которой расположился город Хатикито. По сравнению с другими регионами страны, эта местность лидирует по количеству осадков. Регулярные ливни приносят сюда более 11,5 тысяч миллиметров среднегодовых осадков. Рекорд для Новой Зеландии был зафиксирован в декабре 1995 года, когда за 2 суток выпало 1049 миллиметров дождя. Несмотря на плохую погоду, сюда любят приезжать туристы ради природы. Полноводная река, протекающая по живописным каньонам, кристально чистая вода и белые скалы создают удивительные пейзажи. Асуан – это южный город Египта, который является одним из самых жарких и сухих мест на Земле. Он раскинулся на правом берегу Нила, к берегам которого вплотную подступают песчаные дюны Сахары. В Асуане можно найти древние достопримечательности, колоритные рынки, египетские сладости, но только не дождь. Дождь в этом населенном пункте – большая редкость. За год здесь выпадает в среднем 0,8 мм осадков, что можно сопоставить с количеством осадков за час при слабом дожде. Засуха в городе обусловлена его расположением возле тропика Рака-Асуан. Также здесь частенько дуют сильные горячие ветра, поднимающие песчаные бури. Температура воздуха летом поднимается выше 40 градусов Цельсия, а зимой до плюс 25. Несмотря на пустынный тропический климат, местные жители не испытывают недостаток влаги. Они используют воду из близлежащего Нила. Тутуненда, Колумбия, и пустыня Атакама, Чили. Тутуненда – это самый дождливый населенный пункт в Южной Америке. Расположен он на западе Колумбии в департаменте Чоко. В поселке проживает около 4000 жителей, большинство из которых молодые люди до 25 лет. В Тутуненда очень влажный климат тропических лесов. Здесь 280 дней в году идут ливни, и в среднем за 365 дней выпадает около 11,5 тысяч миллиметров осадков. Даже в относительно сухой период с января по март 20 дней в месяц с неба льет дождь. В 1970-х годах в Тутуненда был поставлен абсолютный рекорд нашей планеты. Тут выпало более 26 тысяч миллиметров осадков. Примечательно, что свыше 2/3 ливней выпадает в ночное время. Такая особенность позволяет местным жителям развивать сельское хозяйство и туризм, невзирая на неблагоприятные погодные условия.
Засушливая пустыня Атакама находится на территории Чили, на западном побережье Южной Америки, между Тихим океаном и Андами. Здесь крайне редко идет дождь, так как горная система не пропускает облака с океана. Влага оседает на склонах гор, не достигая пустыни. В некоторых местах в последний раз дождь прошел еще в период Средневековья. Представляете, насколько там сухо? Среднегодовая норма осадков составляет менее 1 мм. Скудная растительность черпает влагу из густых туманов, характерных для этого региона. Но все же Атакаму нельзя назвать жаркой пустыней. Летом температура поднимается до 15 градусов тепла, а зимой повышается в среднем до плюс 20. Лунная долина – это самая сухая часть пустыни, рельеф которой напоминает поверхность Луны. Здесь снимали некоторые кадры из «Звездных войн». Возможно, вы удивитесь, но в Атакаме живет около 1 миллиона людей. Они селятся в городах-оазисах, шахтерских поселках, прибрежных городах и занимаются, как правило, сельским хозяйством и добычей полезных ископаемых. Маусинрам, Индия, и сухие долины Мак-Мердо, Антарктида. Согласно книге рекордов Гиннесса, самое влажное место на планете находится в Индии. Маленькая деревушка Маусинрам, название которой переводится как «Земля облаков», расположена в северно-восточном штате Мегхалая. С июня по сентябрь сезонные муссоны несут сюда влагу из Бенгальского залива. Из-за особенностей рельефа и орографии водосбора конденсат от влаги оседает на 1,5-километровом плоскогорье в районе восточных гор Кхаси. Это приводит к выпадению значительного количества осадков, почти 12 тысяч миллиметров в год. Представьте себе, если бы 38-метровую статую Иисуса Христа перенесли из Рио-де-Жанейро в Маусинрам, то она оказалась бы по колено в воде. Небо в этой деревне никогда не бывает безоблачным. Люди живут и работают под дождем, прикрываясь специальными зонтиками, сплетенными из бамбука и листьев банана. Обилие влаги способствовало процветанию живописной природы, густых лесов, прозрачных водоемов и водопадов. Изюминкой Маусинрам стали также живые мосты из корней деревьев и лиан. Они не разрушаются под воздействием воды и помогают жителям переправляться с одного берега на другой. И, наконец-то, мы переходим к сухим долинам Мак-Мердо. Здесь 2 миллиона лет не было осадков. Тут мало живых организмов, и это наиболее сухое и ветренное место на Земле. Бесснежные оазисы расположены в холодной Антарктиде на земле Виктории к западу от пролива Мак-Мердо. Они состоят из 3 основных земель – Тейлора, Виктории и Райта, что растянулись на 4800 квадратных километров. Здесь нет льда, зато есть мощные ветра со скоростью 320 км в час. Они сдувают верхний слой грунта и высушивают почву долин. Кроме того, трансантарктический горный хребет не позволяет ледникам двигаться в сторону оазисов, поэтому здесь никогда не было ни снега, ни дождя. Сухие долины Мак-Мердо отнесены к особо охраняемым территориям и являются заповедным районом. Этот регион идеально подходит для проведения геологических исследований материка. Кроме того, местный рельеф и климат настолько близок к природным условиям Марса, что НАСА проводила там испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг». Когда наступает жаркое лето, мы ждем дождя. Когда небо затянуто тучами, мы мечтаем о солнце. Но в этих местах люди учатся жить при одной и той же погоде. Как вы думаете, где сложнее выживать? В самых влажных или в самых засушливых уголках нашей планеты? И при каком погоде вы себя чувствуете как рыба в воде? Делитесь своими мыслями в комментариях.